Друзья, всем привет! Сегодня у нас на ремонте маникюрный фрезер. Значит, ситуация с ним следующая. Забыли его выключить, оставили на ночь, и он проработал на малых оборотах до утра. Значит, сейчас мы наблюдаем, вот здесь такая вмятина. Значит, поплавился корпус немного. И сейчас это устройство не реагирует на обороты. Когда подключаем к розетке, он сразу начинает маслать на максимальных оборотах. Давайте сейчас будем скрывать и смотреть, в чем проблема. Ну, первое, что я хочу сделать, включить в розетку и убедиться, что он включается. Так, подаем напряжение. И делаем кнопку старт. Да, друзья, на максимальных оборотах работает сама бормашинка. Видите? Никакой реакции. Значит, выключаем и разбираем вот это устройство. Так, значит, в нижней части корпуса у нас 5 винтиков. Сейчас мы открутим 4. Возможно, что этот винтик какой-то крепежный, может, держит трансформатор. Так что пока откручиваем только 4 винта. Так, 4 винтика открутили. Давайте попробуем вскрыть. Нет, придется откручивать и 5-й винт. Не открывается. Вот. 5 винтов нужно открутить. Значит, давайте смотреть. Так, значит, давайте извлечем отсюда плату. Она тут, в принципе, никак не держится. Просто установлена в корпус. Так, и что мы видим? Значит, поплавленный провод сразу в глаза бросается, видите? Итак, друзья, давайте посмотрим, на чем это тут собрано. Значит, первый элемент – это микросхема LM317T. Это стабилизатор линейный, регулируемый. Дальше, второй элемент – это транзистор биполярный NPN. Значит, нашел я приблизительную схему на бормашинку. Ну вот, плюс-минус, вот она собрана по такой схеме. Тут еще какие-то диоды стоят, видите? Это диодный мостик. А так, я думаю, что вот где-то плюс-минус вот по этой схеме оно собрано. Так, давайте посмотрим, что это у нас за транзистор. Значит, тут транзистор у нас написано тип 122. А вот на схеме транзистор у нас вот такой. Сейчас я вам покажу. Вот. BDW93C. Значит, тут есть два варианта таких транзисторов. 94C и 93C. Соответственно, NPN и PNP. Значит, у нас вот 93. Это NPN. Так, ну вот его структурка. Значит, в этом элементе у нас два транзистора, видите? Давайте теперь посмотрим структурку LM-ки. Ну, я думаю, что многие знают, что это такое. Так, LM-ка, эта микросхема, она бывает вот в таких корпусах, видите? Даже ТО-3, вот этого я не знал. Вот эти я видел, а вот этого я еще ни разу не видел, не сталкивался с таким корпусом. Так, значит, это 40-вольтовая микросхема, видите, максимум 40 вольт. Так, а порог работы у нее 1,2 вольта, 37, 1,5 ампера. Еще нашел вот такую вот картинку. Значит, вот это ее структурка, видите? Довольно-таки сложная, много тут транзисторов в середине этой микросхемы. Интересная микрушка такая. Вот расписано, что какой вывод, куда.
Значит, input это вход, output это выход и ножка управления. И вот здесь на круглом тоже написано, видите. Вот, так что в принципе, ориентируясь вот на эту схему, можно сейчас брать приборы и проводить измерения. Давайте приступим. Вот у нас выход. Вот один контакт и вот второй. Сейчас посмотрим, где плюс, где минус. Смотрим. Так, 41 вольт. Значит, вот у нас минус. Пишем минус. Здесь плюс. И давайте теперь посмотрим, где мы будем проводить измерения. Значит, нас интересует вот эта точка. Это база силового транзистора. Вот эта точка. Это выход с микросхемы LM317. Вот эта точка нас интересует. Это управление LM317. Ну и проверим на всякий случай вот эту вот точку. Это выход с резистора R2. Ну, грубо сказать, это вот этот вот регулятор. Поехали. Так, давайте сейчас я подам напряжение на данное устройство. Так, схемку мы положим вот сюда. Так, сейчас немножко вот так вот перенесем. Схемка у нас будет лежать вот так, чтобы вам было видно. И прибор положим вот так. Провод нам мешает немножко. Мы сейчас его уберем отсюда. Вот так. Так, подаем напряжение и меряем сначала выход. На выходе у нас 45 вольт почти. То есть у нас транзистор полностью открыт, либо пробит. Вот у нас этот транзистор. Значит, смотрим цикалевочку его. Вот. Вот она, эта цикалевочка. Значит, база у нас первая ножка. Вот здесь у нас база. Я ее пометил. Смотрим, что у нас на базе. У нас на базе 45 вольт. Друзья, тут может быть пробита микросхемка LM. Если у нас на этой точке 45 вольт, нам нужно померить напряжение вот на этой точке. Это выход с LM317. Выход LM317. Смотрим, где у нас выход в этой микросхемке. Это ножка 3. Вот у нас выход. Значит, вот вход у нас. Input, output, выход. И adjust это у нас управление. Так, микросхема расположена лицом ко мне. Значит, это у нас вход. Далее, это у нас выход. Тоже 45 вольт. И управление. Тоже 45 вольт. Давайте сейчас покрутим вот этот резистор. Посмотрим, что будет происходить. А не происходит ровным счетом ничего. Так, что у нас здесь? То же самое. Ничего не происходит. Здесь у нас земля. Вообще такое впечатление, как будто этот резистор в обрыве. Очень странно, очень странно. Давайте сейчас посмотрим еще раз схему. Значит, вот на этой точке, видите, когда я вывожу вот этот регулятор, сейчас я выключу напряжение, когда я вывожу этот регулятор вот сюда, то вот эта точка должна висеть у нас на земле. Ее можно, в принципе, принудительно повесить на землю и посмотреть, что будет. Но у нас такое впечатление, как будто резистор этот не работает вообще. Сейчас я его отключу и померяем сопротивление на этом резисторе.
Переключаем на сопротивление и смотрим, что у нас здесь происходит. Да, друзья, смотрите. И вот у нас и проблема. У нас вот этот регулятор вообще не работает. Вот из-за этого у нас ничего тут и не регулируется. Так, теперь я сейчас отключаю второй разъем. Кстати, надо посмотреть. Так, это у нас вот этот разъем идет на светодиодик. Здесь написано LED. Значит, я ничего не перепутаю, потому что разъемчики у нас одинаковые. Так, отключаем вот этот разъем. И давайте сейчас посмотрим, на какое сопротивление вот этот вот резистор. Так, здесь у нас ничего не написано. Сейчас гляну прибором, что у нас здесь прибор показывает. Ничего. А с этой стороны? А с этой стороны он что-то показывает. Давайте посмотрим. Так, здесь у нас 30 Ом. Сейчас я кручу резистор. Смотрите, друзья, одна часть резистора работает. А ну давайте сейчас вот к этой части прислонимся. Может, у нас провод в обрыве. Так, а ну смотрим. Нет, а эта часть не работает. То есть, друзья, что происходит? Если смотреть на эту схему, то у нас вот здесь вот обрыв. Вот на этой точке. И когда мы прозваниваем вот здесь, у нас этот резистор звонится. А вот здесь мы прозваниваем, у нас этот резистор не звонится, он в обрыве. И из-за этого у нас на выходе максимальное напряжение. Давайте сейчас открутим этот резистор отсюда, снимем его. Так, здесь у нас пленочка какая-то. А, кстати, знаете, что я хочу сделать? Проверить хочу. Я просто будет аппарат работать. Я просто сейчас вот этот провод, вот этот вот, перенесу вот сюда. Просто когда вы убавляете, уменьшаете, обороты будут убавляться, а когда прибавляете, обороты будут уменьшаться. И таким образом мы сейчас на 100% проверим, рабочая ли вот эта электроника или нет. Так, отпаиваем. Вот этот проводничок. И подпаиваем вот сюда. Вот. И теперь давайте проверять. Значит, этот светодиод можно не подключать. Подключаем только вот это управление. Далее ставим опять его на бачок и цепляем прибор. И регулятор выводим в среднее положение. Смотрим напряжение на выходе. Так, прибор переводим в напряжение. Щуп на выход и подаем напряжение. 19 вольт, друзья. Теперь смотрите, я крутилку вращаю. 20 вольт. То есть это я сейчас типа уменьшаю, он увеличивается. Значит, электроника у нас полностью работает. А вот резистор у нас в обрыве. Давайте сейчас подключим саму бормашинку и посмотрим. Она должна сейчас полностью заработать. Так, подключили.
Ну что, подаем напряжение. Больше, меньше. И давайте сейчас сразу мониторить напряжение. Так, сейчас фрезер работает на минимальных оборотах. Так, смотрим. 5 вольт. 3 вольта. И теперь повышаем обороты. Давайте повысим до максимума. (31 вольт). Так, выключаем. Что у нас написано на фрезере на самом? 30 вольт. Все правильно, так должно быть. Значит, вот такая интересная неисправность, друзья, у этого устройства. Я думал, честно говоря, что у нас пробит силовой ключ. А у нас сдох переменный резистор. Давайте сейчас я отклею вот эту вот часть. И открутим этот резистор. Вытащим его отсюда. Так. Оп. Отклеили. Здесь у нас гаечка, видите? Так, значит, этот резистор у нас на 10 килоом. Сейчас пойду на склад, посмотрю такой. Так. Вот, нашел точно такой же, новенький, ни разу не паянный. Так что сейчас подпаиваем проводнички сюда. Устанавливаем и проверяем. Пинка собрана. Теперь осталось еще раз ее проверить. Давайте. Так, это все убираем в сторону. Это тоже. Вот, подключаем сразу сам фрезер. И теперь подаем напряжение. Индикатор у нас засветился. Давайте подадим немного оборотов. Так, моторчик заработал. Фрезер вращается. Ну и на максимум его выводим. Все работает, друзья. Фрезер готов к использованию. Будем отдавать хозяину. А на этом все. Кому понравилось видео, палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Всем пока, до новых встреч.